Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим с вами о вещах, которые вы можете находить у порога. И знаете, если вы нашли эти вещи, эти предметы своего порога, то это неспроста. Обязательно обратите внимание, что лежит у вашего порога. Возможно, это порча. Поэтому, друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Мы хотим дать вам максимально важную, нужную и интересную информацию. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Не все люди, которые нас окружают с вами, хорошо к нам относятся. Потому что люди могут улыбаться, смотреть вам в глаза, но в то же время завидовать, злиться и нести определенный негатив в вашу жизнь. Многие завидуют нам, и часто такое происходит, как правило, от близких людей, на которых вы никогда и не могли подумать. На самом деле такие люди, находящиеся возле вас, они очень опасны, так как невозможно предугадать, что и когда от такого человека ожидать. Потому что такие люди, как правило, улыбаются вам в глаза, а за спиной ищут всевозможные поводы, как навредить и испортить вашу жизнь, при этом прикладывая значительные усилия. Для этого часто используется порча. А порча – это негативное воздействие на человека извне. И она может быть наведена, порча, на разные сферы вашей жизни. Поэтому, если вы находите возле своего порога на постоянной основе такое, как соль, крупа, зерно, шелуха, нитки, иголки, булавки, различные бусины, монеты, волосы, грязь, пыль и многое-многое другое, что вы точно уверены, что вы не могли обронить или там оставить, это означает только одно, что кто-то пытается вам навредить. Если вы увидели это разово, то это может быть и случайность. Давайте все-таки считать, что такое возможно. Но если возле ваших дверей что-то постоянно появляется, ничего хорошего это для вас не несет и не означает. Также у своего порога вы можете видеть разлитую воду. Ни в коем случае не наступайте на нее. И часто вместо того, чтобы начать что-то менять в своей жизни, пытаться больше заработать или увеличить свой достаток, у человека возникает вот это чувство зависти, злости, и он начинает вредить другим людям. Знаете, вот как прямо программа какая-то просыпается у человека, и для него прямо цель стоит, что нужно навредить этому человеку, чтобы у него этого не было. Вместо того, чтобы порадоваться за него и сказать хорошие слова. Так наводится порча на нищету. В таком случае под своей дверью вы увидите и монеты, и хлебные крошки, и скорлупы от семечек и так далее. Такими действиями у вас пытаются отобрать денежную энергию и финансовую удачу. Из-за таких действий начинаются проблемы с деньгами, появляются долги, а деньги постоянно будут уходить от вас. Также вы можете потерять и большую сумму денег. Вам могут уменьшить зарплату или вовсе вас уволить. В этот момент еще и большую роль играет то, с какой ненавистью и негативом делается порча. Если возле своей двери вы найдете волосы, нитки, разные веревки, на которых есть узлы, это будет сделано для того, чтобы у вас начались проблемы со здоровьем. В этот период у вас могут появляться депрессии, негативные мысли не будут уходить из вашей головы. Вам постоянно будет тревожно, неспокойно, могут возникать какие-то болезни, от которых невозможно будет избавиться традиционно. Если возле своей двери вы обнаружите перья, шерсть, пух,
зерна пшеницы. Это означает, что на вас наводят порчу на одиночество. В этот период у вас могут распасться отношения с вашей второй половинкой, или все, кто вам симпатизирует, резко пропадут и прекратят любого рода общения с вами. У пары начнутся постоянные скандалы, недомолвки, выяснение отношений. С каждым днем все будет становиться только хуже и хуже. Ссоры и скандалы будут возникать на ровном месте, а паре будет некомфортно находиться рядом в одном помещении. Чувства со временем начнут охлаждаться до тех пор, пока вообще не пропадут или еще хуже, не перерастут в ненависть. Если это делается на человека, который в браке, такие отношения разрушаются и пара расходится. Если порча сделана с сильным негативом, то от нее практически невозможно избавиться, и для этого требуются уже немалые усилия, а часто люди, не подозревающие, что с ними произошло, остаются одни на всю жизнь. Далее, если вы нашли под своей дверью пыль, мусор, различные крупы, труху или опилки, то знайте, это порча на то, чтобы в вашей жизни начались различного рода неприятности, которые перевернут ее с ног на голову. У вас начнется невезение, при этом во всех ваших делах. Вы не сможете осуществить ничего того, что вы задумаете. Вы можете начать даже сами ненавидеть людей, избегать общения с ними, и в результате вы даже можете сами собственноручно написать заявление об уходе с работы. При этом еще буквально неделю назад вы любили эту работу и шли на такую работу с удовольствием. Вы захотите закрыться дома и оградиться даже от самых родных и близких вам людей. У вас пропадут какие-либо интересы. Все, что ранее имело для вас значение, перестанет вас интересовать. Вы постоянно будете испытывать чувство вины, и у вас появятся даже психологические расстройства. Чувство паники будет преследовать вас повсюду. Чтобы этого всего не допустить и не позволить никому испортить вашу жизнь, нужно обязательно нейтрализовать находку эту быстро, но и в то же время это нужно сделать правильно. В первую очередь, никогда не берите найденное у входной двери руками. Для этого оденьте перчатки. Далее возьмите 2 белых листа бумаги. Одним сметите на другой вашу находку и положите это в пакет. Затем пакет завяжите на 3 узла и унесите подальше от дома. Все это время проговаривайте такие слова. Порчу собрала, от дома убрала, негатив не подобрала. И сразу вынесите и выкиньте. Перчатки также не оставляйте себе. А вернувшись домой, возьмите проточную воду, трижды побрызгайте на это место и проговорите следующие слова. Если у вас святая есть вода, это будет еще лучше. А слова нужно сказать следующие. Вода весь негатив смоет, все плохое уберет и распространиться ему не позволит. Затем подожгите свечу, и пока она будет гореть, проговаривайте следующие магические слова. Огонь силой своей меня надели, от зла защити. Пусть все плохое, что мне принесли, хозяин себе заберет и свои же посылы себе же вернет. И капните 3 капли на то место, где вы обнаружили эту находку. Но свечу в дом не вносите, сразу вынесите и выкиньте, когда она догорит. А вот затем, вернувшись домой, примите душ. И при этом обязательно говорите следующие слова. Свою энергетику с помощью воды укрепляю, восстанавливаю, а все плохое смываю. Проделав это, ничего не бойтесь. Вы сделали все правильно, и вам ничего больше не будет угрожать. Весь негатив уйдет к тому человеку, который хотел вам навредить.
Также, друзья, обращаем ваше внимание, что часто после того, как вы провели эту практику, вы не трогали руками, но человек, который делал, будет это чувствовать, его будет это печь, и он будет пытаться к вам созвониться с вами, чтобы прийти к вам, посмотреть, что же там произошло. Захочет вам подарить подарок, возможно, даже по телефону начнет перед вами извиняться, при этом даже не сможет объяснить, за что. Постарайтесь последующие 3 дня ни с кем не разговаривать, и это также касается и работы, только по делу и только с улыбкой. Помните, когда вы улыбаетесь всем, когда вы с радостным настроением идете, даже если у вас там и кошки внутри шкребут, вы делаете очень, знаете, такое вот правильное действие, потому что когда вы несете энергетический посыл позитива, а на вас пытаются навешать вот этот негатив, то у людей ничего не получается, они как крысы, они сбегают с судна, так и у вас будет. Поэтому, пожалуйста, если вы увидели у себя под дверью, вне зависимости, что бы это ни было, запомните, никогда не берем руками, всегда берем бумагу, берем это все в пакет, выносим, свечу зажигаем, если святая вода, это вообще отлично. Если вы вдруг забыли какие-либо слова, нужно говорить, говорите просто молитву «Отче наш», или говорите своими словами то, что в тот момент будет идти от вашего сердца. Если вам захочется плакать в тот момент, когда вы будете это все делать, плачьте, это даже хорошо, происходит очищение вас и вашего тела от того негатива, потому что может быть такая ситуация, что до этого вас поили чаем, кофе, и вы не знаете, какие там были ингредиенты. Также, друзья, обращаем ваше внимание, когда вы работаете в коллективе и сами всегда делайте себе чай, кофе. Никогда никому не разрешайте, чтобы вашей чашкой, вашей чашке что-либо замешивали или что-либо делали. Также старайтесь поменьше пробовать у других людей, особенно те, которые настырно вам предлагают что-то вот попробовать, увидеть и так далее, потому что вы не знаете следующие последствия. Возможно, у вас хотят забрать денежную удачу, ваше благополучие, достаток и изобилие. Помните об этих простых вещах.